Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с ними уже работали. У нас есть такие узорчики на канале с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком. Итак, новички. Кто еще не знаком с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточки по 100 грамм. Здесь, конечно, уже меньше. Так, моточки по 100 грамм. 550 метров. Дальше по составу. Это, смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Сразу, пока не забыла, назову цвет. Цвет 152. Вот такой вот он интересный. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Не только такую, которую показываю я. Узорчики все универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное, точно так же прочитать инструкцию, аннотацию и правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества, читабельная, даже еще цветная. Вы все поймете. Кто уже умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно следите за схемкой. Мы провязали элемент, вы посмотрели, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстрее научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта, 4 × 8 = 32, и 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 35 воздушных петелек, ну а вы сколько захотите. Итак, для начала все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и многих узорчиках, новичкам советую сделать вспомогательный ряд. Пусть он будет столбиками с накидом. Опытные мастера можете приступать к узорчику, да, а мы, новички, так скажем, можем еще запутаться. Поэтому, новички, делаем столбики с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Накид по порядку, следующую петельку нырнули и точно так же провязали столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем в каждую петельку, не пропуская и ничего лишнего не провязывая, и провязываем столбики с накидом. Процесс не быстрый, потому что это первый ряд. Дальше потом будет быстрее. Самое главное, контролируйте количество столбиков. У вас должно быть ровно столько, сколько количество петелек в цепочке. То есть я вот набрала 35 воздушных петелек. Значит, столбиков у меня будет, правильно, 35. Вот эти первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, да, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику.
Итого здесь 4 воздушные петельки. Понятно, да? Дальше накид. В следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Раз. И сюда же опять вернулись и провязали еще один столбик с накидом. 2. Далее смотрите. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, 2. В третий провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропустили столбик и в следующий столбик с накидом. Такое вот как бы окошечко получилось. Дальше смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, 2. И в третий провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. У нас получился вот такой вот веерочек. Тут у нас получается в самом начале ряда была половинка веерочка. Пол веерочка, окошко, веерочек. Дальше будет окошко. Итак, пропускаем 2 столбика. Раз, 2. И в третий провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Пропустили столбик. И в следующий столбик с накидом. 2. Окошечко. И дальше повторение. Опять будет веерочек, накид. Пропускаем 2 столбика и в третий провязываем веерочек. Столбик с накидом. Раз. Сюда же 2. Воздушная петелька. Вернулись опять сюда. Столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Угу. И вот так чередуете веерочек, окошко, веерочек, окошко, веерочек, окошко до конца ряда. Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали, получается, веерочки, окошки. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали, пол веерочка. То есть в предпоследний столбик провязали 2 столбика с накидом, воздушная петелька. И теперь смотрите, там, где у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, накид. Ныряем вот нашу вот эту арочку из 1 воздушной петельки. И в нее провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Как бы тоже такой пол веерочка. Как в первом ряду, так и во втором. Дальше смотрите внимательно. Накид. Вот наше окошко. Первая ножка, вторая ножка. Так? Смотрите, что делаем. Накид. Захватываем наш первый столбик вот таким образом. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Когда узорчик вырастет, рельеф подчеркнет прелесть узорчика. Воздушная петелька. Следующую вторую ножку окошка точно так же провязываем. Накид. Захватили сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. И провязали по 2 петельки. И стало объемно немножечко такое окошко. Дальше смотрите. Накид. Вот наш веерочек. В центре воздушная петелька. Вот мы в эту воздушную петельку в арочку нырнули. И провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же. Столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. И вернулись опять. Столбик с накидом. Раз. И сюда же столбик с накидом. 2. Получился веерочек в веерочке. Видите? Веерочек, веерочек. Дальше повторение. Опять делаем объемное окошко. Накид. Столбик захватили сзади наперед. Вытянули ниточку и провязали. Рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять столбик захватили сзади наперед. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше у нас идет веерочек. Тут несложно. В арочку провязываем еще один такой же веерочек. Столбик с накидом. Раз. 2. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. Раз.
2 и вот так вот до конца ряда. Угу. Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши объемные окошки с веерочком. Как заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Вот в нашу арочку провязали 2 столбика с накидом, воздушная петелька. И смотрите, делаем накид. И там, где у нас были 3 петельки подъема, отсчитываем 1, 2, 3. В третью петельку провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот, верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. В арочку из воздушной петельки провязываем столбик без накида. А теперь будьте внимательны. Мы должны сохранить рельефность. Это получается у нас изнаночная сторона. Так? Это будет лицевая по столбикам. Значит, мы здесь будем провязывать все рельефные столбики изнаночными. 2 накида. Вот наше окошко объемное. Мы захватываем столбик наоборот. Смотрите, спереди назад. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Угу. Дальше накид. И вот в это окошко мы будем провязывать веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Вот веерочек. Вот как здесь провязывали, точно такой же, идентичный. Дальше вторую ножку нашего окошка провязываем 2 накида и захватываем столбик вот так вот спереди назад, столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и по 2 петельки. 2, 2, сейчас и 2. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. С этой стороны он будет выглядеть, видите, как рельефный лицевой. Красота. Идем дальше. После рельефного столбика присоединяемся вот к нашему веерочку, беремся за арочку, за центр и провязываем столбик без накида. Все. Дальше получается у нас повторение. 2 накида. Первую ножку провязываем рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. Дальше в центр окошка веерочек, столбик с накидом 1, сюда же 2, воздушная петелька и опять сюда же 1, 2, веерочек. Теперь закрываем наше окошко, 2 накида и провязываем ножку рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. И присоединяемся к веерочку столбиком без накида. И вот так провязывайте до конца ряда. Несложно, схемка перед вами, смотрите. Встречаемся в конце ряда, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд до конца. Вот такая картина получается. Как мы заканчиваем ряд? После последнего нашего рельефного столбика мы идем в арочку, вот из воздушной петельки, делаем столбик без накида. А затем в третью петельку подъема мы провязываем еще один столбик без накида. Все, на этом ряд наш закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот в наш, получается, столбик, который был в арочке, мы в него провязываем столбик с накидом. А теперь для того, чтобы сохранить рельефность, в данном ряду все рельефные столбики будут лицевыми. Итак, накид. Захватываем наш самый первый столбик рельефный. Вот таким вот образом. Получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше. Там, где веерочек, мы провязываем веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Угу. Теперь делаем накид. И там, где у нас был опять рельефный столбик в предыдущем ряду, мы его провязываем лицевым, рельефным лицевым столбиком с накидом.
Есть. Дальше воздушная петелька. И опять рельефный столбик у нас будет здесь лицевой. Есть. Над веерочком веерочек. Столбик с накидом 1, 2. Воздушная петелька. Столбик с накидом 1, 2. И закрываем. Вот наш рельефный столбик будет в этом ряду лицевой. Угу. Вот такая картина начинает потихонечку у нас вырисовываться. Все, и дальше получается повторение. Опять воздушная петелька, рельефный лицевой столбик с накидом и опять веерочек. Угу. Все, ничего сложного. Если внимательно посмотреть, то мы как бы сами провязываем как первый ряд. Помните, окошки начинали делать? Только тут у нас будут рельефные столбики. А так все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. Заканчиваем ряд, как и начинали. Смотрите, вот у нас есть столбик без накида в арочку. Мы его провязываем столбиком с накидом. И самый последний столбик у нас был. Мы его тоже провязываем столбиком с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, вот в наши столбики вот эти, да, провязываем точно так же. Столбик с накидом над столбиком с накидом. А там, где у нас был рельефный столбик, да, мы его здесь провязываем в этом ряду изнаночным. Накид. Захватили столбик спереди назад, столбик за крючком и провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Помните, да? Здесь сторона у нас изнаночная, та сторона у нас лицевая. Видите? Идем дальше. Там, где веерочек, опять провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1, 2. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 1, 2. Тут несложно. Над веерочком веерочек, видите? 1, 2, 3. А дальше интересно. Смотрите, что мы делаем. Мы должны будем провязать наше вот это вот окошечко, так? Но необычно. Смотрите. 2 накида. Вначале мы провязываем вторую ножку. Рельефный изнаночный. Столбик за крючком. Столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Такой вот высокий. Воздушная петелька. 2 накида. И возвращаемся к первой ножке. Захватываем таким вот образом. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. У нас как бы формируется вот такой вот крестик. Видите? Все. А дальше опять идет веерочек. Над веерочком веерочек. Столбик с накидом 1, 2. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 1, 2. Вот что в итоге получается. Дальше опять повторение. 2 накида. Первая ножка, вторая ножка. Работаем со второй в начале. И провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. 2 накида. Возвращаемся к первой ножке. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Вот такой получается как бы крестик. Угу. И опять веерочек. И вот так вот шагаете до конца ряда. Схемка перед вами. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот провязали мы до конца ряда. Несложно. Заканчиваем ряд, как и начинали. Получается, у нас здесь рельефный столбик. Так, мы его провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. И просто 2 обычных столбика мы их провязываем обычными столбиками с накидом. 1. И следующий по порядку 2. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Там, где обычный столбик, мы провязываем обычный столбик.
Там, где рельефный, видите, его видно, мы провязываем рельефный столбик. Захватываем вот таким образом столбик перед крючком и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше над веерочком веерочек. Раз, два, воздушная петелька и сюда же. Раз, два. То есть у нас по порядку идут 4 ряда веерочков. Раз, два, три, 4. Дальше смотрите. Там, где у нас идут рельефные столбики, так, мы провязываем рельефными лицевыми столбиками. Поняли, да? В этом ряду они будут лицевые. Накид. Захватываем первую ножку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька и второй столбик. Точно так же захватываем столбик перед крючком, рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, у нас как бы столбики шли, 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 оп, перекрест и дальше пошли. Все, дальше получается опять веерочек. Раз, два, воздушная петелька и сюда же. Раз, два. И точно так же наши рельефные столбики в этом ряду, они будут лицевыми. Раз, столбик рельефный лицевой, воздушная петелька и за вторую ножку. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Как вам? Необычно, оригинально, да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Веерочки, окошечки. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем? Там, где у нас был рельефный столбик, мы провязали рельефным лицевым столбиком с накидом. И два последние столбика, получается, как обычные столбики с накидом. Дальше, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. И во второй столбик, вот второй столбик, мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Это у нас будет как бы пол веерочка. Теперь смотрите внимательно. Делаем 2 накида. И вот наш рельефный столбик, который был, да, мы здесь провязываем его рельефным изнаночным. Захватываем спереди назад столбик за крючком и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Будьте внимательны. Есть. То есть сторона у нас изнаночная, все столбики рельефные будут изнаночными. Дальше присоединяемся к верхушке вот нашего веерочка, там где арочка, столбик без накида. 2 накида и вот наше окошечко из рельефных столбиков. За первую ножку окошечка беремся и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Далее, там, где наше окошечко, да, в центре мы провязываем веерочек. Столбик с накидом раз, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и вот вернулись сюда же столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Угу. Дальше точно так же опять 2 накида и второй получается наш столбик нашего окошечка провязываем рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. Есть. Центр нашего веерочка столбик без накида и опять окошечко, первый столбик, второй столбик, раз, два накида, рельефный изнаночный столбик с 2 накидами и так далее до конца ряда. Угу. То есть несложно. Давайте самостоятельно и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали практически до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. Тут как у нас пол веерочка, да? То есть вот во второй столбик, ну, так скажем, предпоследний, провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петелька, и в третью петельку подъема столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Дальше вот в нашу арочку ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз
и сюда же 2. Ну, пол веерочка, поняли, да? Дальше. Эта сторона у нас лицевая, поэтому все рельефные столбики здесь будут лицевыми. Итак, первый рельефный столбик. Сделали накид и захватили вот таким образом, что столбик перед крючком. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька, второй рельефный столбик. Захватываем вот таким вот образом столбик перед крючком. И провязываем второй рельефный столбик лицевой. Вот такое окошко получилось у нас. Дальше переключаемся на веерочек. Там, где веерочек, мы провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же 2, воздушная петелька. И опять столбик с накидом 1, сюда же 2. И опять переключаемся на наши рельефные столбики. Провязываем их рельефными лицевыми столбиками с накидом. Воздушная петелька, формируем окошечко. И второй рельефный столбик лицевой. Потом опять будет веерочек. То есть мы с вами уже так провязывали. Помните? Мы формировали с вами, получается, окошечки. Все. Вот так уже провязывать до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот, провязали. До конца ряда сформировали окошечки. Вот, мы здесь делали окошечки. После них у нас крестики. Помните, были? Точно так же мы провязываем и здесь крестики. Вначале сейчас мы закончим ряд. В арочку провязали 2 столбика с накидом, воздушная петелька, и в третью петельку подъема столбик с накидом, пол веерочка. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 петельки. В арочку опять 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Вот у нас есть сформированное окошечко из рельефных столбиков. Так, мы теперь будем делать крестик. Вспоминаем. 2 накида. Первая ножка, вторая. Мы идем ко второй. Этот ряд у нас будет весь изнаночный. Значит, будет рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Провязали. Воздушная петелька. 2 накида. Вернулись к первой ножке нашего окошечка. И точно так же захватили и провязали рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Получился крестик. И опять переключаемся на веерочек. Веерочек у нас провязывается стандартно. 2 столбика с накидом, воздушная петелька, и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Потом опять у нас будет крестик. 2 накида, вторая ножка, рельефный изнаночный столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, первая ножка, столбик, рельефный изнаночный с 2 накидами. Помните, да? Вот у нас такой же ряд: крестик, крестик, и здесь тоже крестик, крестик, ну просто смещен в шахматном порядке. Все, и вот так вот провязывайте до конца ряда. Мы уже так вязали, вы умеете. Давайте в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот наш ряд с крестиками тоже готов. Закончили мы ряд точно так же, как и предыдущий. Вот наша полвеерочка, да, в арочку 2 столбика с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом в третью петельку подъема. Дальше опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. И точно так же в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Опять наши полвеерочка. Тут без особенностей, тут все легко. Так. Дальше, после того, когда мы сделали крестик, мы делаем дальше продолжение нашего окошечка. Накид. Здесь все столбики у нас будут рельефные, лицевые. Так, лицевая сторона. Захватываем первую ножку. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. И второй столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше опять над веерочком веерочек. Тут без особенностей. Тут все понятно. 1, 2. Воздушная петелька. И опять 1, 2. Вяжу быстро, потому что вы уже
так вязали. Помните, да? Вот мы формировали окошечко. Точно так же и здесь. Опять первая ножка, рельефный лицевой столбик с накидом, воздушная петелька и вторая ножка, рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Несложно. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Повторяйте вот наш ряд после крестика, который был. Все, встречаемся в конце ряда. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наша лицевая сторона готова. Мы приготовили наши окошечки для веерочков. То есть здесь у нас получается 4 ряда было веерочков. Раз, два, три, 4. Теперь здесь у нас будет раз, два, три, 4. Поняли, да? Вот, у нас здесь получается было раз, два, три, 4. И мы сейчас будем повторять вот с этого ряда все провязывать. Угу. Закончили ряд мы полвеерочком. Так, теперь воздушная петелька, поворот, сюда же верхушку этого столбика, столбик без накида, в арочку столбик без накида. Здесь у нас получается сторона изнаночная, значит все рельефные столбики у нас будут изнаночными. 2 накида, первая ножка нашего окошечка, захватываем таким образом, чтобы столбик был за крючком, и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. В окошечко провязываем веерочек. Раз, два, воздушная петелька, раз, два. Вот наш веерочек. Мы уже умеем его вязать, тут без особенностей. Так? Вторая ножка нашего окошечка. Раз, два, накида. Захватываем так, чтобы столбик был за крючком. И провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Присоединяемся к верхушке вот нашего веерочка столбиком без накида. Поняли, да? И опять рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Мы уже так 2 раза с вами провязывали, поэтому я вяжу так побыстрее. Раз, два, воздушная петелька, и сюда же вернулись. Раз, два. Опять рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. И присоединяемся к верхушке нашего веерочка столбиком без накида. Понятно? То есть получается сам по себе раппорт, если так вот смотреть по веерочкам, да, раз, два, три, 4, так, смещаем в шахматном порядке, раз, два, три, 4, поняли, да? Опять смещаем в шахматном порядке, вот это будет раз, потом 2, 3, 4. А начали мы вот так вот, наш всего лишь только было 2 веерочка, раз, два. Все, дальше идет только повторение. Смотрите, как получается оригинально. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала чуть-чуть еще, так скажем, несколько рядочков, да? Ну, принцип понятен. То есть получается сам вертикальный раппорт узорчика 4 ряда, мы уже договорились, да? И он просто повторяется, но в шахматном порядке. Как вам? Несложно, оригинально, согласитесь, да? Из летних можно ниточек вязать, и из демисезонных, и из зимних. Да, узорчик односторонний, поняли, да? Но изнаночная сторона тоже не стыдно показать, все ровненько, аккуратненько. И вот такой вот нежный, он как бы ажурно-рельефный такой узорчик. Не тяжелый, не отягощенный, да? Ну, вот такой вот аккуратненький. Как вам? Из моей пряжи не тянется и чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Представьте летние, например, топики, маечки из летней пряжи. Из демисезонной и зимней это могут быть и шарфики легкие, и кардиганчики, и жилеточки. То есть пробуйте, вяжите, экспериментируйте из разной пряжи. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 35 воздушных петелек. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, то у меня получается 15 сантиметров. У вас может быть больше, меньше. То есть обязательно провязывайте образец своей рукой. Ну и тут получается раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и первый ряд 15. Так, интересно. Смотрите, 13 сантиметров.
Вот. То есть он растет не сильно как бы быстро, да, но все равно, скажите, симпатично. И самое главное, что очень легко все запомнить. Схемка все равно перед вами, но легко запомнить. Вот такая красота. Узорчик не новый. Возможно, кто-то из вас уже что-то вязал им, поэтому пишите, что вязали. Естественно, какое это было изделие, какие ниточки, что у вас получилось. Нам будет интересно, будем читать и вдохновляться. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.